Ну хорошо, тогда зачитывайте. Зачитываю. Первый вопрос, который я вам написал. Это хочу конкретно разобраться в ситуации на 40 дней поминки моих родителей. Что случилось со мной? Как-то это У меня проявлялось? была странная ситуация, я весь дрожал. И где-то в 6 часов вечера до 12 ночи я пропал. Я не знаю, где я был. В детстве у меня были сны, как на меня катится шар, огромный шар каменный, и сны про войну. Это после когда укусила собака. У меня укусила собака за лицо где-то в 5 лет. У меня была борьба с этой собакой на выживание. И вот после этого и начались эти сны. Угу. Я вставал, кричал ночью, вот когда все время кричал и плакал во сне. 5 лет. Угу. Хорошо. Хочу разобраться конкретно в плане здоровья, даже могу сказать по поводу потенции. Я не понимаю, почему я хожу к докторам, мне говорят, что все нормально, но у меня болезни, по-разному себя чувствую. Угу. Вот, например, когда меня закрыли, у меня все было хорошо, даже странно оказалось. А вот когда я вышел, все началось обратно, в обратном. А в детстве вот у меня разорвала собака за лицо, у меня борьба была. Я помню, что моя бабушка, царство небесное, я ходил к бабкам с ней. Она что-то с яйцами делали мне, какие-то ритуалы. И плюс я ходил к одной гадалке. Плохой, очень плохой. По-моему, в 17-м году это было в Молдавии. Я бы тоже хотел сорвать все это, что где я был и что, как это случилось. Отказаться от похождения к Отказаться, баб. Хочешь? от всего. Отказаться от всего. Мгм. Понял. 8-й вопрос. Насчет родителей. Я бы тоже хотел конкретно разобраться, что у меня не хорошая связь с ними. Я не думаю, я не знаю почему, как-то, то есть не любили меня или не оценивали конкретно. Нет у меня близости с ними. Никак. Угу. Мне кажется, что я больше им отдал, чем... Ну, в плане, что я хотел, чтобы было нормально. А получалось все наоборот все время. А вот А как ты зовут? будешь... Мать отца как зовут? Именно. Мать зовут Галина, Угу. а отец Андрей. Угу. А ты говорил, после похоронов кого 40 дней прошло? Кто это умер? Обоих, они за 6 дней умерли оба. В течение 6 дней. Я улетел домой их навещать, и я их похоронил. Да. Ладно, хорошо. Давай дальше. Энергия из меня пропадает. Вот я встаю утром, я уставший, очень уставший. Когда меня закрыли, я спал 6 часов бодрый, ходил везде, туда-сюда. Опять вышел то же самое. Я иду спать в 10, потому что я встаю в 5 на работу. Я еле-еле начинаю, еле двигаюсь. Потом уже по чуть начинаю. Вот я хотел бы разобраться, что из меня высасывает, кто меня высасывает все это. Угу. Ну, это был последний. Пока с этим хочу разобраться. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Угу. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Виктора. Виктор, 1, 2, 3. Вижу, что я пыталась такую, как стену черную отодвинуть, но потом поднялась вверх, то есть она не сдвигалась. Угу. Как бы между мной и Виктором. Тогда я поднялась вверх и зашла с обратной стороны Угу. и нашла его. Я вот сзади него, не спереди, а сзади. А он стоит, перед ним такой, как
треугольник, стена в виде такого огромного треугольника, а он стоит, у него так ноги широко стоят, ну как бы крепко стоит на ногах, но на ногах такие цепи, а руки в стороны, и на руках тоже цепи, как на распорках. А, Мгм. Сейчас, когда я хочу зайти посмотреть на него спереди, то мне приходится буквально протискиваться. И я попробовала, и у меня не получилось. Вот протискиваться между этой стеной и им. Он как бы вот так влип в эту черную стену. Мгм. Так, а считай его эфирное ДНК. Виктор ли это? Но чтобы его лицо увидеть, я Мгм. должна на него посмотреть спереди. Так, а поговорить с ним сможешь? Он слышит тебя? Но я говорю, обращаюсь, и он так голову поворачивает, он весь светится. Он такой, от него такие лучи идут Мгм. светящиеся. И он так поворачивает голову, и я ему, он как в туннеле. Вот. Говорю, чтобы он поднимался вверх. Я Мгм. с ним говорю, я говорю, что мы пришли по просьбе его рациональной части, и я говорю, что я его жду вверху. Мгм. И я поднимаюсь вверх, так мимо этой трубы, в которой он находится. И я постоянно ему говорю: "Я здесь, я здесь". Как Мгм. будто бы, вот так параллельно поднимаюсь с ним, и он вот в этой, трубе, поднимается тоже. Я вижу, что я ему как будто бы вот так взяла и такую как подпорку, а, Мгм. как бы вот так иду, вместе с ним поднимаюсь. Я прямо здесь почувствовала, вот, в душе вот так. И Мгм. мы поднялись, и он, вышел. Щас мы в каком-то пространстве, оно вот такое, как шар, а там Мгм. такое, он вышел из такого углубления. И он показывает, что внутри буквально у него под ногами такая черная, называет ее скважина. Мгм. Вот. Так, сейчас он повернут к тебе. Можешь Да, считать его. сейчас я смотрю вот так на него. Да, Мгм. это он. Я Спроси у него слышу его. разрешение. Мгм. Потрудиться с ним и для него. Он разрешает, и вот так, рукой по м, потрогал, вот так, знаешь, как какие-то волны, э, а, такие волны, в сектор интерферентов. Мгм. Так, я приказываю в секторе интерферентов, кто эти волны делает, я ему приказываю проявиться. Нет, он сделал. А, это волны сделал Виктор. Да, Мгм. такая серая волна, он, считывается, возбудил зверя. Мгм. Так, я ему приказываю, этому интерференту приказываю проявиться. Кто-то как будто бы долго спал. А, Какие-то энергии такие, связанные с сектором магии и сектором интерферента. Мгм. Какой-то дух. Сейчас. Он так лежит, как бы, в пространстве, как, висит спиной вверх, а руки вот так. И он как огромный такой великан, которого разбудили. А, Он такой весь Так, уставший. так, кто это дух? Я ему приказываю отвечать, кто он такой. Так, я смотрю, что это такое пространство, как эгрегор, скажем. Это вот это, что мы вышли из него. Вот
вот этот Мгм. шар такой. А там с обратной стороны, вот так внизу этого шара, я увидела, как огромный хвост, как рептильный хвост, как крокодилий. Вот так шмякнул очень сильно черный хвост. Мгм. Он как-то Э, отрубленный, этот хвост. Никому не принадлежит. Сейчас я посмотрю. Хвост черный, живой. Вот это существо, это я рассматриваю эгрегор. Мгм. Выглядит как немец в каске железной. Считывается фашист. Мгм. Он с автоматом, но это программа как ледяная такая. Так. А почему у него живой хвост, интересно? Хм. А хвост, вот это считывается как воспламеняющий дух. Также Так. считывается заражение. Я подумала, когда он впервые присоединился к этому эгрегору, Мгм. и я увидела этот фашист, который встал на грудь человеку, солдату. И солдат так лежит раненый, и у него руки вот так скребут землю. И он берет эту землю и бросает в этого фрица, который стоит над ним. Мгм. А этот фриц расстрелял его с автомата просто по лицу. Он вот так по лицу. Мгм. Вот так Так, очередь пустил. что происходит с душой Виктора после этой смерти? Я вижу, что душа выходит вот так именно через это место. Она Мгм. выходит, и я вижу, она мечется влево, вправо. Она вся еще не вышла, руки как будто бы держит кто-то, и она мечется вот так, вот так, вот так. Пытается вырваться, и какой-то идет сверху, я слышу такой шум, и такие волны идут круговые вот такие волны, и такой такой низковибрационный звук. Сверху какая-то штука как бы зависла, Мгм. как летающая тарелка или что-то такое. Так, Сейчас я посмотрю. посмотри, Виктория, что это за штука. Так, сейчас я зайду в то время. Мгм. Я слышу там команды раздаются. Это как считывается летающий объект эфирного пространства. То есть это какого-то плана. Сейчас слово прозвучало. Мгм. Ну, смысл такой, что как редко, как вот как жидкость, да, оно идет редко, но смысл как жидкокристаллическое, вот это что-то такое. Мгм. Параллельная реальность. И там рептилии ходят, вот, с хвостами. Мгм. Рептилоиды. Так, что они делают с Виктором? Я сейчас смотрю, как его душа буквально затягивается в этот портал. Сейчас я посмотрю, куда они его отправляют. Я вижу, что через эту установку
Мгм. Там душа проходит какую-то обработку. Мгм. Рассчитывается, почему-то звучит либерализация или вот так как-то. И, и потом опускается вниз. Она растягивается вот как веревочка. Сейчас я посмотрю. Мгм. Я Что вижу, что происходит? их там много. И вот они, эти души, так как хлоп, хлоп, хлоп в какие-то такие сосуды. Мгм. Как лампы такие. Знаешь, как лампы накаливания в телевизорах раньше были. Мгм. Вот в какие-то такие сосуды. А, Всех умирающих на поле боя собирают? Да, да, вот я снова смотрю, а оно такие, как полосочки, как ниточки такие из поля боя идут в эти собиратели. Мгм. Так, давай посмотрим с Виктора. Вот он попадает в эту колбу. Что с ним дальше происходит? Я вижу, что его руки и ноги сразу привязывают, а к сердечной чакре вот сюда идет черная подключка, очень черная, и считывается вот эта магия воздействия, не воздействия, а возмездия, и подключается к разным а, как-то такие, как пласты разные, как уровни, к разным уровням. Там, где душа, вот здесь центр, черная подключка, и она идет вот такой, как спиральная, такая, как спираль черная, Мгм. и считывается вот так, что м, оно ниже всего. Руки и ноги, вот эти, как стеклянные такие подключки, они вот так где-то повыше, а вот эта черная идет вниз. Считывается, что к источнику света идет. Так, к какому источнику света? Давай посмотрим. Это тоже как такой эгрегор, собиратель. Это я вижу такой а, бурлящий, как вихрь черный, как вот эти ураган крутится, и оно Мгм. туда вниз, и там сильный грохот, уходит вниз. И я вижу, что внутри, в самом этом черном пространстве, действительно есть источник света. Маленький источник света, который вот так как будто бы затухает. Мгм. Моргает вот Так, так. так, давай посмотрим, э, чей это источник света. Он говорит, мой Виктор говорит. Мгм. Сейчас я Так. считаю его эфирное ДНК этого света. Мгм. Считывается божественный модуль. Имеет отношение к первоисточнику. Искра жизни. Я так Мгм. предполагаю, не предполагаю, просто вижу, что это по предыдущему контракту он туда как-то попал. Мгм. Я так и А, понял. а Мгм. вот это в предыдущем воплощении это как уже следствие. Мгм. Поэтому так. Но там нужно Давай смотреть. Давай сначала посмотрим вот с этими рептилиями, как он попал на этот корабль. Какой он в этот момент с этими рептилиями подписал контракт. Пусть покажет Виктор, на что он согласился.
Я вижу, что его душа, его дух устремлялись к своей Частицы своей. своей частице. Это как незакрытый гештальт постоянно будоражит человека разными мыслями, чувствами, событиями до тех пор, пока человек не решит, не закроет этот открытый вопрос. А вот это также. Я вижу, когда он попадает, я просто прошла снова этот путь, я вижу, когда он попадает на этот собиратель душ, то там как решетка такая, как будто такие лезвия стоят вот так, которые буквально разделяют душу на такие кубики, на такие фракталы. Идет рассоединение коммуникаций между разными субъектами личности. Так считывается. Так, что еще такого серьезного с ним произошло вследствие этой смерти? Я вижу, что когда он собрался с противоположной стороны уже в этом собирателе, то он посмотрел на себя и удивился. Он удивился, что с ним произошло. И я вижу, как он посмотрел, и ментально это вот связано с жертвоприношением, с подписанием контракта. Предыдущего? Нет, вот этого, какой-то контракт, да. Хорошо, Виктор пусть достанет этот контракт и покажет тебе. Я вижу, что в этот момент его мама и папа, они как бы почувствовали, и они так... Мама упала на колени. Мама упала на колени, и вот так она чувствует боль своего сына. Это произошло в том воплощении, да, когда он солдатом умер? Да. Я вижу, что она кричит: «Сынок!» Ее душа. И я вижу, как она, как частица ее души, как душа ее буквально летит вслед за ним. Вот в этот объект. И тоже попадает в эту мясорубку? Да, и тоже вместе. Она как бы соединяется с ним. И я вижу, как она, душа, пытается помочь сыну. И она буквально там в этом нижнем портале хватает своими руками, чтобы забрать его оттуда. Так, понятно. Так, ладно, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Ему не дают. Сейчас, одну секундочку, здесь Да, очень давай. важно что-то. Давай, Потому хорошо. что идет отпор. Я вижу эту собаку, которая кусает мальчика, и это как напоминание этих событий. И я вижу, как душу мамы вот эти энергии отбрасывают обратно. Так, какой-то контракт он подписывает. Он Контракт. говорит: «Мама, я приду». Он говорит: «Мама, я приду». Так, а что это за контракт, Виктория? Между кем и кем? Кто вторая сторона контракта? Приказываю проявиться.
А я вижу вот эту черную стену. Мгм. Сейчас я ее обследую. Снова она такая вот сбоку, с правой стороны, как такой камень, как будто бы камень черный, такой аж наполированный, такие толстый. Сейчас я считаю, что это. Мгм. Я вижу, что это спрессованное, считывается спрессованная месть. И я вижу, что там, в этом пространстве, вот так спрессованные узники. Они вот все, ноги, так как у Виктора, и руки распяты, ну, как бы распяты в пространстве, и они вот так сильно-сильно спрессованы друг в друге. Мгм. Это как память их физических тел, которые почему-то считывается, остались на поле. Это эгрегор военных потерь. И с этого треугольника тянутся души вот туда вниз, вот там. А все эти души, они привязаны к чувству боли физического тела, потому Мгм. что это стало внезапно, смерть пришла внезапно, и тело не было готово. Считывается как абсурд. Вот эта внезапная смерть, я вижу, что а, с- считывается смерть по долгу. А, Также мне приходит, что когда человек старый, то он как бы душа отсоединяется постепенно от тела, потому что человек готовится к смерти. Он Мгм. отпускает мысленно свою душу. А здесь жизнь, тело и душа очень сильно связаны. Вот. Так, и вот этот отпечаток боли, который остается в душе, он остается, и получается, что этот человек остается на поле этой брани, да, в этом эгрегоре? Я правильно Да, думаю? я вижу, что вот эта боль, она зафиксирована в душе и таким образом притягивает аналогичные события. Вот я вижу этот ребенок, который борется с этой собакой, и он его тоже это кусает за лицо, Мгм. этот пес. И когда он откусил кусок, как будто бы, ну, в эфирном плане, как будто бы откусил, как бы насытился, то есть укусил его и таким образом как бы насытился вот этот эгрегор. Мгм. Как бы разрядка произошла. Вот эта память об этом событии, это как избыточный потенциал, который стремится к развязке, Мгм. разрядке. Понятно. И я вижу, как он руку вот так как будто протискивает сквозь этот угрюмый эгрегор, и эта стена как бы упала. Она упала и перемещается. Он достает, как бы соединяется своей той чистой светлой душой с этим светом. Но вот этот эгрегор, он падает вот так в сектор магии. Мгм. Так, Виктория, предлагаю посмотреть предыдущий контракт, который привел к этой смерти солдата на войне. Не, подожди, так мы этот еще М. не рассмотрели. Мгм. Хорошо, тогда вернись к этому контракту. Посмотри, на что еще согласился Виктор в этом контракте. Так,
Так, сейчас я захожу в тот момент. Мгм. Смотрю. а, Они показывают, как будто бы суд Божий звучит. А он перелистывает такую книгу. Большие листы такие. А там, то есть идет иллюзия божественного суда. Мгм. Там вот этот хвост проявляется. А, Это рептилоид, который, вот эта раса фашистов. Рептилии– это вот эти энергии, которые, как считывается, дублируют в наше пространство. А, Они какие-то жидкокристаллические. Мгм. Так, спрут там появляется. Это как считывается мозг операции по захвату пространства. Так, и кто там еще? Появляется еще длинный серый с такой большой головой. Какая-то жуткая голова такая и тоненькое туловище такое. Мгм. Он Так. считывается как биоробот с потухшей цивилизацией. Так, они Мгм. сидят, а он смотрит на них, а там такие помехи, как будто бы экран. И он видит в них, это считывается подстава. Мгм. Его буквально подставили. А, Так, Он выбирает что, следующее воплощение. а что он видит вместо этих? Кого-то другого? Да, вот этот с черным хвостом– это как бы Петр. Но так как он религиозный, то он верит в эту, а, вот в это. Потом второй– Бог, а почему-то слева, вот Петр справа, а Мгм. Бог посередине, а с левой стороны там считывается Иисус. Все это иллюзия. Мгм. Это как экран такой, да. То есть, Так, Виктория, ясно. Ты сказала при следующем воплощении, что произошло. так, он выбирает следующее, нынешнее, он говорит, воплощение. Это Мгм. воплощение, что-то связано с родителями. Мгм. Считывается вот это как какая-то каша, совмещение энергий родителей и его энергий. И я вижу, что по его замыслу он хочет это как бы восстановить. Буквально я вижу, как свет оторвать от темных энергий. Он буквально говорит отомстить. Отомстить за себя, за родителей и оторвать. Как бы светлое пространство уходит вверх, а вот эти черные, вот этот треугольник, черная стена вниз. Мгм. Он Так. хочет взять как бы реванш, то есть еще раз пойти на воплощение, чтобы все завершить. Мгм. Так, спроси у него, как он спланировал это завершить. Снова я слышу, я приду снова. То, что он маме сказал. Мгм. Так, и для чего он пришел снова? Он показывает на ту свою священную душу, которая там находится в заложниках. Также он показывает вот это пространство, этот треугольник каменный, где он там запечатан вместе с другими. Мгм.
И также он показывает, как он отодвигает вот это как штору, где изображение этих святых, а, Мгм. а там вот этот серый, а, этот спрут посередине и вот этот крокодил наполовину живой, наполовину как программа. Мгм. Обличить их. Мгм. Говорит поставить на место. А что Мгм. они? В контракте? Да, сейчас я посмотрю. Давай посмотрим. Доставит. Посмотри на этот контракт. Что со стороны темных? Вот как-то ж идет сейчас, что он говорит, что он отдает сердце и показывает родителям. Вот я слышу слово Галина постоянно идет. Мгм. Вот так как будто бы вынул и говорит, что сердце свое отдает маме. Так. Вот поэтому у него и чувство, что он больше дал. Потому что мать пришла как бы за ним в то пространство, и он как бы отдал ей. Мгм. Ну вот это идет, взять реванш. Так, хорошо, Виктория. Я так понимаю, Виктор видит все это. Он видит, сейчас я смотрю, что со стороны темных, а со стороны темных он согласился, считывается, побыть в небытие. То есть, но это не просто побыть, а потом выйти, потому что до сих пор вот эти все связи, эти импланты, это генетическая память, это как эти импланты, которые удерживают его. И вот Так. эти образы идут, этот каменный эгрегор, где он отпечатан, запечатан, спрессован с другими, вот там душа его, и он согласился как бы быть разделенным. Мгм. Да. Вот этот камень как шар из сна его, который на него двигался. Давай посмотрим, Давай. может, потом, потому что этот Мгм. шар, Потом. а, этот шар, это, ага, вот, я уже, мне идет. Этот шар, это с которого мы вышли, где он был внутри. Понял. Вот, Мгм. вот он был. Так, значит, по контракту темный он согласился побыть в небытие. Что-то еще? Темным отдал что-то, может. Я Прос- вижу, что во время этого контракта ему присоединил эти интерференты, как считывается робот, этот хвост, темный хвост, черный, Мгм. который захватывает, это как первая, еще ниже, почти до колен, там вот эти еще нижние чакры, ну, которые ниже первой. Мгм. И по позвоночнику вот такая энергия, похожа на такой, как рептильный хвост. Ну, она черная. Мгм. Так, и вот эти импланты, это все. Так. А как хвост проявляется на физическом воплощении Виктора? Вот эти все энергии по позвоночнику, закрытой чакры, как они воздействуют? Я вижу, что я вижу, как его сексуальная чакра, там есть какой-то механизм, он как будто бы вот так вытащил, вот так вне его пространства, вот где-то на метр от него какой-то сложный механизм, ну просто как механизм, а потом он уходит тоже привязка в сектор магии, М. считывается как отток. Тоже скачивает энергию. Отток
да, энергии, но я вижу в тот же момент, что у него над головой как вот эта черная плита, Так, ограничитель в развитии. И он буквально показывает, что он говорит, что не может говорить. Также много имплантов, еще какие-то шоры, которые закрываются вот так и открываются. Вот эти все импланты, они живые. мгм. Они вот так, как какие-то вот так. Все. Потом он показывает, как позвоночник, между позвоночниками, такие как прокладочки. То есть вот это раздробление на много А частей, оно вот так и когда он работает. прошел через эти лезвия, через эту мясорубку, Да. ага, и выставил, уже напичкали, да, всеми этими подключками. Виктория, считай информация, вот эта сверху плита, это является тем, что у него и бизнес обрывается, и все вот эти на физике, все дела не могут идти нормально. Да, это оно идет, что он думает не о том и говорит не о том. И это все идет утечка энергии, творческого потенциала, творческий потенциал. Ну вот подключки, сейчас я посмотрю, одна подключка идет по позвоночнику, и вот эта плита над головой, черный этот хвост по позвоночнику. Мгм. Спереди идет, значит, через сексуальную чакру идет творческая энергия, отток через этот механизм. Потом подключка идет в сердечную чакру, такая черная. Потом Мгм. идут в глаза подключки, то есть он подключен, ну, как обычно люди подключены к разным. Каждый считывается снова, каждый отдельный субъект личности. То есть получается, что глаза живут своей жизнью, образно говоря, мозг своей, рот своей жизнью, руки не знают, что делают ноги, ноги не знают, что Мгм. делает там позвоночник. То есть вот такое. Так, хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. М. Вернемся к контракту. Спроси у Виктора, готов ли он расторгнуть этот контракт, что он хочет сделать, как он спланировал. Я вижу, он вот так смахнул огромными крыльями. У него такие огромные крылья, он весь светится, вот так взмахнул. Они у него вот так Мгм. были сложены, как будто бы спереди. И он ими взмахнул и поднимается вверх. И я вижу ту ситуацию, которая, когда этот стоял у него на груди. Мгм. Это Фриц. фашист, Мгм. Так. фриц, да. И я вижу, что он вот так как-то берет эту землю берет. Так, да. И этому фрицу вот так в рот почему-то вот так. Сейчас мне интересно. Мгм. Считывается, э, что Земля — это родная душа. Да, душа, как бы тело души планеты. Мгм. И я вижу, как с его лица вот эти пули обратно к этому фрицу. И он такой огромный встал, огромный, и взял вот эту... А эта тарелка, которая летала там над полем боя, он когда встал, то она у него вот такая, как посредине его роста всего. То есть Мгм. можно сказать, что он километров, ну прям и считывается, где-то 7 километров рост. Мгм. И вот это на
Он взял и вот так ее выкрутил. И когда он ее так выкрутил, то вот так стряхнул и достал что-то. Мгм. Что он достал? Сейчас я посмотрю. Мгм. Он говорит, что я слышу согласие. Говорит согласие, соприкоснуться со злом. Мгм. Я слышу отменил свое решение погибать. И я Мгм. вижу, как этот солдат на поле боя. Он что-то по-другому сделал. Он за такой кочкой вот стрелял из автомата, и он спрятался. Мгм. Вот так спрятался, а этот фриц, как-то танки идут, и потом этот фриц идет с другими. А он спрятался, его не увидели. И я вижу, что он сзади выстрелил в этого фрица. Фриц упал и сразу уходит там, где его светлая душа была, в тот портал. А его душа сразу раз, и все начинает вот так обратно. Мгм. Вот в этот собиратель, а потом в его сердце. И потом как-то тоже мать, а он говорит маме: "Я живой". И сейчас он Мгм. разрывает этот контракт, и вот эту шторку открывает, где эти рептилии, и они в ужасе побежали. А я ему говорю, чтобы он приказывал, чтобы эти все звери забирали все импланты с его тела. И Мгм. я вижу, как он вот так отдаляется, а эти лезвия вот так уходят в сектор интерферентов, и этот хвост отрывается. Ну, эти энергии. Мгм. Это, ну, выглядит, ну, я так Да, называю. понятно. Оно так вот отрывается такими, вот где меридианы разные, вот отсюда все выходит. И цепи на руках раз ходят, и Мгм. он поднимается вверх. Я говорю, чтобы он ноги освобождал, и все его чакры, и с сексуальной чакры пусть отдает. Там кто-то есть. Сейчас останавливаемся. Мгм. Когда это отрывается, то в секторе магии кто-то есть. Так, я приказываю, кто в секторе магии, я ему приказываю проявиться. Ам, я слышу имя такое, ну, какое-то Дорота, польское имя, Мгм. Дорота. Там появляется какая-то женщина. Мгм. Так, я ей приказываю отвечать, кто она такая. Ну, извиняюсь за выражение, но звучит лесбиянка. Так. И у нее энергии такие предательские. Мгм. Так, Я я вижу, приказываю. что она что-то крадет у него. Она как бы кормит его, он кушает, а она вот так ему, она льстит ему. То есть она как бы притворяется, что она его любит, а сама вот так забирается как будто бы в карман и что-то забирает, где я вижу там его орден, советский орден. И она его так бы как бы крадет и отдает в сектор интерферентов. Сейчас я приказываю ей отвечать, кто она такая и что делает. Мгм. Приказываем ей отвечать, что она делает в пространстве Виктора. В эфирном плане вот эти энергии, к которым она подключена, это выглядит как будто бы она от пояса, у нее как щупальца, не ноги, а много-много щупалец. Как
будто бы она какой-то осьминог, а сверху как будто бы человек. И когда она говорит, такой странный звук идет, а она как бы, она считывается как пришелец. Мгм. Она говорит, что она крадет его силу. Она предательница. Мгм. Я вижу у нее на голове вот как будто змеи вот так растут. Мгм. Черные, как гнездо змеиное. И все так змейки вот так вот вверх колышутся и так смотрят вверх. С глазами она как ведьма какая-то. Мгм. Так, а эта женщина, кто она в этом воплощении? Как ее Виктор знает? Читая информацию. Он ее не знает. Мгм. А в том Ладно. воплощении она считывается как случайный прохожий. Чему-то Мгм. гулял. И она ему какое-то письмо написала. Из-за этого письма он погиб. Она забрала силу его. Так, видит Виктор, что произошло? Да, он видит, он ей показывает на нее час. Мгм. Ну, я ему говорю, чтобы он приказывал, пусть она забирает все колдовство. Она неверная, считывается как неверная жена, неверная женщина. Мгм. Пусть Виктор зайдет в тот момент, отменит свое решение взаимодействовать с этой женщиной и прикажет ей, чтобы она отдала все, что украла, и заберет все воздействия. Приказываем ей это сделать. Я вижу, как она как будто бы сидела у него на коленях, и он ее, он встал и убирает ее, и забирает у нее свой орден. Вот такой, может, это медаль, я не знаю, вот такая штучка, красная полосочка, вот так, а там такая штучка висит. Это как медаль, наверное. Мгм. Да. Так, ясно. Так, что еще от этого осталось? Пусть Виктор забирает свою энергию. Вот эта пустая миска какая-то серая. Ам, я ей приказываю, я ей говорю, что она нарушила законы Вселенной, вторглась насильно, обманом и подлостью в чужое пространство, и пусть немедленно забирает все воздействия и убирается прочь. Мгм. И вот это нужно говорить, потому что в этот момент я вижу, как оно так случился такой, как портал, вот этот, оно просто в его пространстве было. Когда приказала я вот это сделать, то образовался портал и так шух, быстренько как Понял. будто бы высосала, так, вот туда. А он это выравнивает его пространство. Я ему передаю, чтобы он отсоединял вот этот, чтобы эм, к его сексуальной чакре именно идет еще вот эта присоска. Она так и звучит. И он отсоединяет ее. Я говорю, чтобы он ее уничтожил. Вот она распадается. И я вижу, как его энергия соединяется с первоисточником. И он так сразу как-то переместился в пространство будущего и пространство а, миссии. Мгм. И Так. я вижу, что он там как будто, знаешь, как горнорабочие, которые уголь добывают, у них такие штуки есть, молотки длинные, они там Мгм. бьют. Я вижу, что он таким же как бы инструментом разбивает эту черную плиту, которая вот она упала. Ага, треугольное это. Мгм. И он из этих ячеек достает что-то,
и вот так в пространство выставляет. Что это такое? А он говорит, что это его боевые друзья. Они все привязаны такими темно-красными, как жилами с кровью, в тот нижний портал. И я ему говорю, чтобы он сейчас передал информацию всем жертвам военных конфликтов, о его, алгоритм его Ага, освобождения. да. Передаем всем жертвам погибшим эти алгоритм освобождения. И я вижу, что они как будто бы безвольно вот так висят, руки связаны, а я хожу и каждому даю пить. Мгм. Вот такая же миска, которую он выбросил, только у него серая, эта женщина давала ему серую, а у меня такая светящаяся миска. Я поднимаю вот так головы им и даю пить. Сейчас я посмотрю, что это я даю. Мгм. Посмотри. Посчитывается вот так, я слышу. Моя верность на страже храбрости. Так, и что происходит, как они попили? Они вылетают. Вот они выпили, и как ангел улетает в будущее. А Мгм. я радуюсь. Хорошо, Виктория, напоим всех этих, я тебе помогу. Да. Ну Всех это этих я убить. женщина, я должна всех Хорошо, мужчин напоить. Виктория, сделай это. И войдем в тот момент, когда ты этот труд завершишь. На счет 3. 1, 2, 3. Да, и я сейчас вошла в тот момент, когда я была ребенком, я всегда вот размышляла, я как психолог сама с собой разговаривала, я выписывала, какая же самая главная, главное качество в человеке. И я пришла к выводу верность. И я вижу, что это именно вот то есть мое качество это Мгм. как раз это вот эта миссия, она так сработала моя. А верность Интересно. чего, Виктория? Верность всем, всему, себе в первую очередь, конам Вселенной. Мгм. То есть моя Отлично. принципиальность, да, она вот и сработала. Верность Мгм. мужчинам. Понимаешь, моему мужчине я всегда верная была. Мгм. Я Понятно. никогда никому не изменила. Вот оно как. Хорошо, Виктория. Давай отсоединись от этой ситуации, вернемся к этому, как Давай. расторгает к Виктору, посмотрим, как он расторг ли он полностью этот контракт с этой троицей, рептилоидом, Да, осьминогом. Мгм. он вот Отлично. так это с себя вот это все снимает. Он находится в секторе миссии, и перед ним такой, как Питер. Я слышу карта боя. Мгм. Так, что это за карта, спросил у Виктора. М. Ам, Он мне показывает, как будто бы что-то снимает. Он что-то одел вот так на Мгм. голову, как шлем. Знаешь, какой-то шлем и опустил что-то, как стекло или что-то такое. Опустил, и я слышу ахиллесова пята, и он показывает на правую ногу, и там, м, где пятка, Мгм. посередине этой косточки какая-то точка. А там, когда я смотрю, слышу смерть.
Сейчас я посмотрю. Он говорит, я иду на смерть, так сказал. Он говорит, я иду на поле боя, я иду на смерть. То есть это предыдущий контракт. Мгм. Хорошо, Виктор, и пусть Виктор достанет этот контракт и покажет тебе. Так, он показывает только сейчас я с этой стороны, почему-то я всегда захожу с его стороны. То есть не смотрю вот так лицо в лицо, а вот так. Снова я зашла с этой стороны, потому что когда он мне вот так показал, то с этой стороны получилось такое черное пятно, закрыто все. А с этой стороны, сейчас я как бы стала за его спиной Мгм. и смотрю, что-то он планирует. Он что-то планирует, и я вижу, что он как в космическом корабле большом, он стоит за таким, как, ну, слышу пюпитр, как будто такой пульт управления на такой ножке, а везде такие вот окна. И он как будто очень быстро летит. Так. Сигает. Мгм. Телепортируется как бы. Мгм. Да, да, то есть это он как бы не механический этот объект, а как-то он а, считывается как телепатический. То есть вот этот а, а явный, я слышу по-украински, то есть этот, как же это перевести? Он представляет, то есть в своем воображении этот корабль, и Мгм. который помогает ему телепортироваться. Я вижу, что он телепортировался в этом корабле на какую-то зеленую планету, Мгм. как в шаре в таком. А везде на этой планете это Земля. Мгм. А там ходят такие огромные сущности, как рептилии с хвостами. Прям крокодилы. Сейчас Мгм. я посмотрю, как они на физике выглядят. Динозавры. Посмотри, Виктория, как эти сущности выглядят на физическом плане. Ну, они такие большие, ходят, да, как динозавры, с такими Мгм. мордами и с хвостами огромными ходят. Но они, а, это они как бы, это энергии, а, то есть их духовная сущность считывается, это Мгм. их эфирная ДНК. А на физике это какие-то люди считываются яйцеголовые. У них такие головы большие, длинные, Вытянутые, такие да? Мгм. вытянутые, да. Мгм. Есть такие черепа. Так. И что, Виктор телепортировался туда? И он, я вижу, как он телепортируется с одного пространства, вот начинает вот так. Здесь появился, там появился, а они вдруг его увидели. Мгм. А эти люди, я вижу, а, этот человек с этой головой такой, он вот так глазами, так как лучами, шух-шух-шух-шух, и сразу считал его эфирное ДНК, а он поставил защиту, а, эм, и потом он как бы убегает от них, он телепортируется то туда, то вверх, то между разными пространствами. Мгм.
Я вижу, слышу, что он попал в матрицу безобразия. Безобразно. Да, то есть он попал в эту Безобразно. матрицу. Считывается кощунственное, ам, безобразное, ну, безобразное, то есть без образов, Мгм. дисгармоничное. Так, и когда он подсоединился, он подписал контракт? Я смотрю, что он устал. Он устал, как бы растерял свой потенциал по этим вот пространствам. Он как бы попал между зеркал. А, то есть уже там не мог восстановиться и терял свою Да, энергию? да, да, да. Мгм. Он И как что бы, он он как вот так в каждом этом пространстве, откуда он убегал, как бы оставил свой след, Мгм. свой Так, след. и А он они не берут, видел? Мгм. Виктор не замечал, что он оставлял свой след? замечал. Так. Он говорит, что он не успевал, как бы со всеми их много было, и он не успевал, буквально говорит, заметать следы. Мгм. И я вижу, что вот это слово идет пропал. Мгм. И я вижу, что у него не было как бы физического тела. Он Мгм. пришел в духовном, слышу, в духовном сознании. То есть это как бы между воплощениями. Или тело, но другое, он мог его ам, материализировать мог. То есть считывается это как забытая форма существования, ее сейчас нету, но была. Он мог уплотнять свое сознание и становиться видимым как физическим телом. То есть Мгм. он проникал в другие пространства как живой дух и мог становиться кем он хотел. То есть материализовать себе любое тело, какое хотел. Мгм. Трансформировать. Мгм. Да. Так. И получается, что он растерял все эти энергию и уже не мог не Сейчас я уйти. посмотрю, в Мгм. какой момент, почему, что с ним случилось. Я Да, вижу, посмотри что ключ. его словили, считываются ловушки. Мгм. Вот эти энергетические ловушки его словили. Ну вот, да, мне приходит, что вот эти астральные путешествия, некоторые так расхваливают, как прикольно в них там путешествовать, но понятия не имеют, какие там опасности могут быть. И вообще зачем это, если мы потеряли возможность контролировать это? Мгм. Точно. Да. Хорошо сказала. Так, и какой ключевой? Вот его поймали в этой ловушке. Что с ним происходит? Я вижу, что он как бы материализовал свое тело и его физическое тело, которое он материализовал в себе, они его словили, но он выходит вот так как-то через голову, но попадает вниз, считывается в нижнее астральное пространство. Вот и Мгм. проявился этот астрал. Так, и кого он там встречает? Первым, кого он встретил, вот этот хвост так шмяк, этот огромный рептильный хвост. Мгм. Это считывается межгалактическая сущность, какая-то кровожадная межгалактическая сущность, как охотник, ам, как, как охотники, межгалактические Ну, охотники. как мародеры вот эти. Мародеры, да, да. Мгм. Вот. Так, подписывает он с ним контракт какой-то
разговаривать одни с ним, с Виктор, с этим мародером? Да, он печать какую-то ставит. Угу. Так, давай посмотрим их разговор, на что согласился Виктор. Послушать. Угу. Когда эта морда говорит, рептильная, то язык такой черный высовывает, как у змеи. Угу. И тут такие звук такой, как металлизированный. Он спрашивает, зачем ты пришел? Угу. Так. А Виктор говорит, ну, он дурака валяет. Он говорит, да, я так, пришел посмотреть. Угу. Этот спрашивает, сколько тебе нужно времени? Угу. Виктор говорит, посмотрел на часы как будто и говорит, мне нужно 2000 лет. Интересно. Так. А тот спрашивает, а зачем тебе? Виктор говорит, ну я же хочу все посмотреть. Типа на экскурсию приехал. И что-то он берет, он говорит, ты можешь пройти в наши гроты, только в нашем камуфляже. И он показывает, предлагает Виктору как бы такой каркас такого рептилоида. Ну, этот каркас такой, как будто, ну, это кристаллическая решетка, как Угу. ледяная. Ну, это как программа. И предлагает, чтобы я вижу, как Виктор как будто бы входит. Он сверху, вот так через спину, как бы входит в эту рептильную конструкцию и как скафандр одевает. И считывается, ему предложили изменить тело. Угу. А вот это тело, оно подключено вот этими, считывается всеми фибрами, то есть это очень тонкоплановый уровень, вот этими, прямо слышу эти дрожания, вот эти волны все, они настроены на антимир, считывается косвенный мир, то есть тот, который как бы косвенно только указывает на этот источник, считывается дебри, то есть как основа, как причина этой матрицы. Закабаление пространства, закабалено эфирное пространство. И там я вижу внутри к этому, как это как муха какая-то, как зашит, жужжит. Это искусственный интеллект. И причина всего того, там дальше я вижу, как Так. а там дальше, там это такая энергия светящаяся, как будто бы в такой корзинке висит. Считывается человек разумный, Так, как сознание человека. А где эта энергия находится по отношению к Виктору? Очень глубоко внизу, в нижних пространствах, такая вот как стена черная, как потолок,
И Мгм. сквозь этот потолок есть такие порталы, и там висят такие корзинки, и там разум человеческий. Он Мгм. поглощен, вот это физическое несовершенное матричное тело считывается как поглощает а, энергию сознания космоса, а человек это тоже как не просто тоже, это неотделимая часть сознания Вселенной. И таким образом, через несовершенное умирающее тело, они собирают энергию живой Вселенной. То есть безжизненные вот эти роботы, программы, роботы Мгм. живут как на топливе, на этой живой материи ам, разума человека. То есть они предложили также несовершенное вот это тело Да, Виктору, чтобы потом через это тело скачивать его жизненную энергию. да, но да, он считывается как очень осознанный, на что он идет. Мгм. А, он так на это все смотрит хладнокровно, без сентимента. Так, давай посмотрим контракт с этим рептилоидом. Он Пусть. Ага. согласился на 2000 лет. Мгм. Говорится, что пойти в плен, считывает снова в гроты, в плен, в гроты, Мгм. подсознание рептильного существа. И он вот так где мозг у себя из головы достает такой вот черный, так он и называется, рептильный мозг. Вот такой, Мгм. как, как хвостик Да, косы, продолговатый там. Мгм. продолговатый, вот такой Мгм. черненький. Есть такое дело. Он говорит, что а, он разрешил установить себе рептильный мозг. Мгм. То есть сознание рептилий поместить внутрь совершенного сознания божественного. И потому что физическое тело, оно именно управляется вот этими инстинктами Ну да, как бы животными больше. Животные животных. Да, инстинкты. да. Мгм. И он говорит, что потеря сознания. То есть он принял вот это рептильное сознание, а его часть сознания вот ушла туда, в эти гроты, Мгм. Так. в глубины сознания антимира, антиматрицы. То есть неживой матрицы, матрицы неживой материи, которая устремляется, углубляется и уходит, считывается на исчезновение. То есть вот эти механизмы самоустранения. Мгм. Несовершенное должно быть А, уничтожено. и смотри, как происходит. Получается так, что вот это несовершенное имеет внутри совершенное. Совершенное это запрограммированное сознание на считывается как субъективная личность и рост субъективной личности и устремление к будущему и к процветанию. А это внутри находится этого а, субъекта, скажем так, антиличности, которая устремляется к исчезновению. И это светлая часть разума, которая запрограммирована на прогресс и на устремление вверх, как бы удерживает на плаву вот эти темные энергии и предохраняет от уничтожения. Какое-то равновесие, типа. Это не равновесие, равновесие это считывается как хитрый план. Мгм.
порабощение. Да, потому что равновесие — это то, что равновесие вот есть во Вселенной, в священной Мгм. Вселенной. Здесь все уравновешено общим планом, общими иконами. А здесь, там, где есть агрессия, захватничество, вот, то там это а, Все равно по-друг- жизнь этот выпьют и пойдет все равно вниз. да, да. Мгм. Так, хорошо. Э, Давай спросим у Виктора, каков его скрытый смысл был в этом контракте. Он говорит, мы подключились к рептильному сознанию. Там он как бы первый, вероятно, был, потому что еще много других есть. Мы Мгм. подключились к рептильному сознанию, Так. чтобы... Сейчас какое-то слово. Так, я его прошу, чтобы он мне объяснил, что это за слово. Мгм. Какова цель его. Пусть на моем языке говорит. Он говорит убрать деструктивные программы, несовершенства, познать принципы, он показывает этого мозга рептильного, Мгм. Так. чтобы отсечь сознание сознательно, чтобы отсечь сознание Мгм. деструктивное сознательно наперед. Так, а Говорит как это? освободить фракталы сознания от вымышленной дисгармонии. А я спросила, что это такое? Да, за вымышленное Вымышленная. Он дисгармонию. говорит ложь, ложь. Мгм. То есть это а, как бы гармония — это устройство Вселенной, а ложь не может создать гармонию, только дисгармонию. То есть дисгармоничное пространство. Мгм. Он показывает, что он снимает вот этот камуфляж рептильный, вытаскивает этот мозжечок, вот эту штучку Мгм. маленькую, и снова говорит о 2000 лет, чтобы сделать осознанный выбор в пользу, говорит, первотворца, показывает на свет первоисточника, откуда он пришел. Мгм. Он говорит в пользу разума, и он говорит закрыть конфликт. Мгм. Хорошо. Ну вот, рациональное Виктора пришло к нам на сеанс, чтобы во всем разобраться, отказаться. Я так думаю, что он как раз и готов это все сделать. Спросите у Да, него. Мгм. я Дай смотрю, что он делает. Он достал у себя вот этот рептильный мозг. Мгм. Этот рептильный мозг, он считывается как сердце. Оно вот так и выглядит, как такое удлиненное сердце, и считывается как ткани сердца. Вот Мгм. как сердце боится, да, когда что-то неопределенное или угроза чему-то, то оно боится. А сердце — это символ живой души Вселенной, потому что Вселенная чувственная, и она реагирует на воображение, на чувства, на эмоции и на желания. И это Мгм. символизирует все сердце. И вот я вижу, что вот этот рептильный мозг, он как сердце антимира внутри
сознание человека. Оно дает импульсы страха, безобразия, Мгм. агрессии и лжи. То есть это тот коллаборант, можно сказать, тот враг, который внутри нашего тела, он собиратель духа, считывается собиратель духа антимира. Это как в нашем сердце живет божественный дух нашей священной вселенной, так в этом рептильном мозге живет дух антимира. Там смерть. Мгм. Здесь жизнь, а там смерть. Да, и все человечество заражено этим рептильным мозгом. Да. Мгм. Хорошо, Виктория. Ну что, пусть Виктор все это снимает, отторгает контракт, приказывает этому рептилоиду, приказываем этим рептилоидам забрать все воздействия на Виктора, чтобы этот рептилоид забирал все программы, подключки, все, что он установил, пусть забирает. Мы ему это приказываем. Я вижу, что он снимает вот эти часы, положил вот так, и достал вот эту черную энергию, вытащил и положил как карту перед собой, и достает, оно так как будто сердце, вот так, такая ткань, разрезал, и оно вот так. И он достает оттуда такие светящиеся шарики. Они считываются, он говорит, мое разумение. То есть его жизненный опыт, он говорит, мой твердый ответ. Ага. То есть получается так, что вот этот темный мир внутри его, да, он это все осознавал, делал какие-то конкретные выводы и таким образом как бы разрушал этот рептильный мозг изнутри своим выбором. И вот эти шарики, они буквально считываются как металлические, очень прочные. С одной стороны, там, где устремление к интерферентам, то есть они дают отпор, а с другой стороны устремление к первотворцу. И я вижу, что он пришел, он дал согласие выработать иммунитет, сделать свой выбор в пользу света. Я слышу света мира, то есть мир. Я вижу, как он, этот рептильный мозг, я вижу, что он как будто бы из какого-то стола встает и вырывает из себя вот такую трубку из головы. Так, что это за трубка? Это энергетический, считывается как подсос, который вот к этому рептильному мозгу идет и в сектор интерферентов, и в сектор магии. А в секторе магии я вижу, что ну, конкретно в нем там внизу проявляется как эта треугольная плита, где были спрессованы эти. Это, он говорит, этот опыт жизненный, который как бы усиливает, с одной стороны, он усиливает гены рептильного мозга, это негативное событие, а с другой стороны, свое решение он всегда может отменить. Я вижу тот момент, когда он отменил это решение быть убитым на поле боя и подписать контракт. И сейчас в этот момент все вот так засияло, и этот рептильный мозг весь уничтожился, и у него вот в голове вот там началось такое свечение, и он поднимается вверх. Я передаю ему, чтобы он все подключки
убирал, расторгал все контракты с этим животным, ну это, Ну, с и рептилием с этим этим. человеком яйцеголовым. Мгм. И я вижу, что он это убирает, и каким-то образом я смотрю, что этот яйцеголовый своей сексуальной чакрой был связан с его сексуальной чакрой. Ага. Это наиболее видно, да? Потому что эти очень сильно энергии много здесь. Эм, а, э, через несовершенное тело они, вот эти рептилии, эти существа, они все связаны были с ним, вот чакра к чакре. Вот как я к нему подсоединилась Мгм. и как бы подняла его вверх, а они точно так же подсоединены, вот сердечная к сердечной чакре, сексуальная к сексуальной, и опускали вниз, делали проблемой ему, да, Вибрационно, да, да, опускает и сжирает. да. Я вижу, что у него снова такой молоточек появился, и он так тук-тук-тук-тук по голове этому яйцеголовому человеку Так, и забирает у этого человека божественный разум первотворца. который он отдал, да? Да. Ага, И в этот хорошо. момент у этого яйцеголового человека голова сплюснулась и стала вот такая, как треугольничком. Ну, как Мгм. вот так, где мозг, где лоб, и сразу как бы нет этой части головы. Вот так. Ясно. Как недоразвитые. Там нет мозга. Там такой маленький-маленький только один рептильный мозг, а человеческий он забрал. Понятно. Так, также я вижу, он снаряжение, вот это, как выходит с этого снаряжения, ам, с этого тела физического, которое вот с такими огромными черными шлангами подключено к антимиру. Он с этого выходит. Я говорю, что он может расторгнуть контракт. Он расторгает контракт и говорит: да нет, я тут просто посмотреть. Мгм. И я вижу, как это все получается такой обрыв, эти все подключки, это тело рептильное, все уходит, а он залетает, считывается как ветер, почему-то как ветер. И может, как ветер, тут, там сразу же эта Да, сила. сиганул. И сиганул, точно. И я вижу, он появился в секторе миссии и снял вот эту штуку, как какая-то штука на голове, как каска какая-то, и выбросил в портал на утилизацию, с черным этим экраном, Мгм. и вышвырнул это все. И сейчас я вижу очень хорошо его лицо. Его лицо отображает ДНК его, божественной сущности. Такое лицо, как сейчас у него, Мгм. только сияет все. Я ему говорю, чтобы он проверил свои чакры. Я вижу, что во второй чакре у него какой-то считывается глобус. Там такой, как шар, такой большой, синие, какой-то зеленые энергии, желтые какие-то вот, оно вот так вот кружится как-то странно и имеет отношение вот что-то, то ли контракт подписан, и в секторе магии. А в секторе магии там выкатывание яйца. Там сидит ребенок, и ему вот так вот бабка что-то делает над головой. Считывается Мгм. выкатывание яйца. Так, что это за ритуал? Как он воздействовал на Виктора?
Я вижу, что мама его за руку приволокла, ну, привела. Мгм. Испуг, избавиться от испуга типа. А, эта бабушка считывается как, генетический вампир. То есть Мгм. какая-то ведьмочка, и она буквально, присоединила вот этот имплант. А там то ли какой-то контракт. Сейчас я посмотрю. Посмотри, Да, Виктория, да. это Мгм. согласие подчиниться маме. Галина. Мгм. Согласился подчиниться маме и считывается как, упырям. Мгм. Так, и что, Да пусть какие, вот этот отменит. имплант, вот этот, что он, как воздействовал потом на, на Виктора, на физике, как это проявлялось? Но оно как-то не проявлялось сначала. Так, Но пос- потом оно проявлялось как-то, а, временами на какой-то, сейчас я посмотрю, как будто бы какой-то раздражитель там есть. Мгм. В секторе интерферентов получается какой-то треугольник. Вот от его, сексуальной чакры идет в сектор интерферентов, в сектор магии, и получается такой треугольник. М, в секторе магии находится, считывается, что, согласие мамы вторгнуться в личное пространство Мгм. Виктора. В секторе интерферентов появляется такой черный спрут, с такой головой яйцеголовой, с черными вот щупальцами. Так, надо посмотреть, вот Мгм. эта бабка. Так, я этой бабке приказываю А, проявиться. эта бабка, она, вот эта Дорота, считывается случайный прохожий. Это ее воплощение в этом. Да, Мгм. да, она как служитель тьмы появляется вот, мельком в жизни Мгм. и, сделала свое паршивое дело и исчезла. Так, И понятно. она также вот эти вот щупальцы, только такие, как клеточный цвет, точно как у Мгм. Дороты. Это она. И ее служитель, то есть она служит, вот этому, как осьминог с такой головой большой. Мгм. А, вот оно почему. Большая голова у осьминога. Да, то есть это одно. И вот эти яйцеголовые люди — это тоже как генетическое, м, отображение, вот этих духов, которые работают в них и Мгм. выстраивают тело по образцу духовному. Понятненько. Очень интересно. Хорошо. Так, Дорода. Мгм. Поставила имплант. Ага. Хорошо. Видит Виктор, что произошло в этом выкатывании яйца, в этом обряде? Да, он видит, М. я вижу эти ситуации, когда, он боится, ребенок боится, потому что он чувствует под кроватью, как будто бы под кроватью вот эти энергии злые, и вот этот, шар, эти сны, это все. И я ему говорю, что он сейчас в безопасности, что его Вселенная принимает его таким, какой он есть, и в нем нет Мгм. этого рептильного мозга, он от Да. него отказался. Пусть он отменит это. Я вижу, он Да. собаку эту, душит и выбрасывает в портал, и вот этот
имплант на щеке. Этот укус, это тот имплант, который, а, к которому была подключена вот эта а, ведьма. Мгм. Я говорю, чтобы он отменил этот укус собаки Да, пусть он и отменит отменил Мгм. подчиняться матери, маме, Мгм. ходить к этой к этой ведьме. вампирице. Мгм. Пусть Пусть он отметит. приказывает, Ага. да, этим интерферентам забирать все их подключки, пусть забирают всю его энергию. Приказываем интерферентам, чтобы они своими руками забрали от Виктора все воздействия, все программы, импланты, подключки. Приказываем им забрать и Да, отдавать то, что принадлежит Виктору. Приказываем им это сделать. да, он делает. Я ему говорю, чтобы он очистил все пространство, Мгм. возобновил, да, исцелил все его физическое тело, все эфирные тела и все пространства. И постоянно идет вот это «я пропал». Мгм. Так, Я ему говорю, чтобы он это все отправлял в портал на утилизацию. Мгм. Пусть каждое свое событие, когда он чувствовал, что он пропал, пусть очистит это событие, потому что он теперь снова вернулся к Первотворцу и очистит. То есть он теперь знает, с кем он, что он не пропал, и пусть каждое это событие очистит от этих чувств, от этих энергий интерферентов. Ну, я вижу, что, ам, ну, это связано с тем, как он пропал во время а, вот это. Ну, я бы предложила расследование это продолжить, потому что у меня изображение пропадает, я уже устала, у меня голова Мгм. болит. Хорошо, основную работу мы сделали, тогда доделаем в следующий раз. Хорошо, Виктория, тогда все вместе поднимаемся максимально вверх. Да, Э, Да, почистим пространство. Посмотри еще раз на Виктора. Скажи, что мы еще доделаем. То, что он запланировал. я ему говорю, чтобы он оставался в этом светлом пространстве. Это Мгм. хорошее пространство. Оно светлое и как будто лук такой, цветы. Я ему Мгм. передала что-то, какую-то светящуюся, плиту. А, и как бы ему показала, он не взял, а я ему вот Мгм. так и положила эту плиту, как, в секторе будущего. Хорошо. Считывается респект. Мгм. Молодец. Да, то есть все сложилось, все сработало. Отлично, как он это и задумывал в миссии. Хорошо, Виктория. Тогда прощаемся на сегодня с Виктором. Прощайся с ним. Поднимаемся максимально вверх. Да. Проверяй свое пространство. Очисти. Закрывай порталы. М. Наполняйся энергией, эталонной жизни, гармонии, любви. Да, нужно будет с ним снова поработать, потому что есть еще ситуации, которые влияют еще нехорошо на его будущее. Мгм. Ну хорошо, подготовиться, и мы продолжим тогда. Да, Так, Виктория, у тебя все в порядке? Посмотрела? да, все Все хорошо. Отлично, Виктория. Тогда я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, где с тобой разговариваем. 1, 2, 3. Возвращайся.